But I think that's a really great observation that we learn a lot of story, we as an audience see a lot of story in the physical relationships between people and within our own body, within the bodies that we see. Нет, то есть как бы мы здесь мы и так видим истории как бы в телах, то есть других людей, как бы на улице, в маршрутке мы можем заметить вот этот один пример сейчас. Просто потому что у нас фокус на это есть, мы видим как бы все эти вещи очень на поверхности. And so a lot of Лекок's work is also about collaborating together with a sense of generosity and ensemble, observing each other and kind of being a mirror for each other, so you can learn about the stories that your body is telling through what each other sees. Да, очень большая часть педагогики это мы работаем друг с другом на симбиозе, как бы, и мы можем настолько, что мы можем, какие уроки мы можем получить от этого персонажа, да, то есть там постоянный контакт через пространство и через маску, которая появляется, постоянная работа сотворчества, которая происходит, с ним учимся друг на друга. Again, there's nothing right or wrong, we're just learning through play and curiosity. Опять же, нет правильно и неправильно, то есть мы постоянно учимся. Вся педагогика основана на том, что это как бесконечное путешествие, это бесконечное развитие. Это серия вопросов, на которые мы находим постоянно новые ответы. And you can use games like, in a rehearsal process, you could use games like this to test out how differently a scene plays, or the story of a scene plays, with this sort of physical game, or with one person feeling quite closed off or open, or one person or different form of walking. Да, во время репетиции такими упражнениями можно коррелировать, пробовать разные ситуации внутри сцены, как меняется характер человека, заданный именно от жеста физического такого, и как на него начинает реагировать все пространство и другие персонажи, тоже как в идеале, да. Получаются постоянно новые картинки, и так можно пробовать много вариантов, пока вы не найдете оптимум. It gives you another palette to work from other than just your brain. Да, это дает вам больше как бы красок, с которыми вы можете работать помимо ваших собственных, вашего образа, построенного в голове, да, придуманного образа. So coming back to some of these physical scales, we're going to very briefly look at an undulation. Ага, сейчас вернемся к одной еще одной базовой форме из языка Лекока, называется волна. So as with the explosion, we're looking at how our inner sensation changes in response to moving through this form, how our breath changes, our relationship to space, and feeling from a more technical point of view how our spine is moving today. Да, и то же самое, как с закрытием и открытием, мы, опять же, погружаемся в контакт со своим телом, чувствуем, какие рождаются ощущения от этих разных жестов, да, как это влияет на наше дыхание, и также следим за позвоночником, насколько у нас он расслабленный, может двигаться как бы по всем позвонкам, где, может быть, мы застрелим, пытаемся прорабатывать эти места. So if you imagine you have a wall in front of you, Представьте, что перед вами стена. And place your knees against that wall. Представьте к ней колени. And then press your hips against that А wall. потом представьте к ней таз или пуп. And then your chest. Потом грудь. And then your nose. А потом нос. And then draw a line down. А потом вы рисуете одну линию вниз по стене. And repeat that through in a fluid movement. А потом все это повторяется. Опять вы поднимаетесь колени, таз, грудь, нос, линия, вниз. Feeling this wave passing through your spine. Опять колени, таз, грудь, нос, волоса вниз. Listening into your sensation, response. Стараясь включить дыхание, и когда пытаемся проследить за всем, мы часто очень включаем этот аппарат, потому что фокусируем, просто дышите. Feel free to play with rhythm and breath. И если вы оставайтесь в вашем ритме, но если вы хотите, вы можете поиграться с разным ритмом мышления, наоборот, замедлением. Опять же, оставаясь, осознавая
какие ощущения рождаются в теле, воображение, точнее. And when I clap, I want you to hold whatever position you find yourself. И когда вы слышите хлопок, просто замрите в том положении, в котором вы находите себя. And have a little walk around with this form. И пройдитесь. Take it, have it quite in quite an extreme way. Play with it. And again, notice how you're walking differently, how your the movement across your feet, your contact with the floor changes. Замечайте, как поменялся контакт с полом и какой ритм произвелся из этого состояния. How your breath is affected. Как это повлияло на ваше дыхание. And your relationship to the world. Does this open you out in quite a confident way, or do you feel quite closed off and a little pushed back? В вашем отношении с миром, как бы, это вам хочется войти в него как победитель, или наоборот, когда-то отползти в угол, закопаться в ворох одеяла. In a lot of the COPS practice, there's an idea of transposition. Working from a physical place like this into a more specifically, a more abstract place like this into a more naturalistic place, but maintaining the sensation that we gathered from this. Есть техника специфическая, которая называется транспозиция, с которой мы берем сейчас вот это состояние максимальное, которое родилось из этого жеста некомфортного, потом делаем тело более натуральным, но ощущения оставляем в теле. So if we're playing this at the moment in a sort of 100% full throttle, abstract, strange plane of existence. Ага, то есть как бы если мы берем вот это как точку максимум идеи, да, состояния. Что делать, если я попала в точку максимума и не переходить точку? Сейчас, секунду, sorry, but I continue where you Yeah, in terms of... Okay, no, so we'll keep on with this gesture. Yeah. Keep the same, in a really extreme way, the place that you found in the undulation, keeping with that in a really extreme... Окей, да, пока что еще оставляем эту форму. Мы еще в форме? Да, еще то же самое, которое мы нашли во время волны. And as before, listening into what is provoked in the imagination by this strange abstract form. Даже слушаем, что рождается в воображении, да? Какой персонаж, какая история рождается. If a sense of character or story or emotion arises. Out of story. Right, okay, great. And if this is 100%, take it then down to 50%. Ага, если вот эта точка 100%, считайте от нее 50. Сократите в половину. So физически сократите в половину. В смысле, придите обратно к натуральному на 50%. So if we saw you walking down the street, we might go a bit like, oh, who's that? What's going on there? Ага, чтобы, как бы, если мы увидели вас на улице, мы бы все равно так оглянулись и подумали, что это с этим человеком. And then take it down to zero, to completely naturalistic. Ага, теперь уберите совершенно из тела это, просто вернитесь обратно в свое ежедневное тело. Still provoked by the sensation and the imaginative world and gathered from that extreme. Но попробуйте оставить то состояние, которое вы нашли внутри, хотя тело ваше расслаблено. And again, as a group, allow, continuing with the own imaginary story that you've been building for yourself, play that out a little bit longer, and when you feel you've come to an ending for that, теперь просто ту историю, которую вы нашли, дайте ей еще немножко в вашей голове бродить, потом найдите окончание и вернемся, давайте вернемся обратно.
gonna... Grab a bit of water. How are we all feeling? Так, ощущение. Feeling this position is again. It is so uncomfortable position for me. I feel напряжение. Strain. Yeah, and I feel like I have heavy stomach, like I am pregnant, and it's hot outside, and I feel headache, and it's very kind of bad, so not comfortable. Ну, конечно, было, да, очень некомфортно, ощущение, что я беременная женщина в жаре, в этом мареве такая. Такая история, да? So building on this idea of transposition, in a lot of Лекок's practice we can take inspiration physically from sources outside ourselves. Да, то есть опять же об этой концепте транспозиции, когда мы берем что-то как бы абстрактное, да, и делаем, утрируем его, делаем его маленьким, как бы используем его. Есть работа, когда мы берем что-то извне, как какой-то стихию, например, да, и используем это в том же самом контексте. So we can draw inspiration from materials around us, from color, from paintings, and one really useful way to start exploring this work is through the four elements, earth, fire, air, water. То есть мы можем брать как точки вдохновения, исследования как бы материала вокруг себя, краски разные и также стихии. Вода, огонь, воздух. So if we're all feeling okay and physically ready, Да, если мы еще хотим немножко бороться с этой жарой, really think about that state of readiness. опять же, попробуйте вспомнить состояние готовности, да, коленки мягкие, движения, да, все, тело включено. Anything can come at us from any direction and we can respond. Да, все может прийти к нам с любого направления, импульсы, мы должны быть как бы готовы отреагировать. And from this place, start to imagine that you have a bowl in your pelvis that is full of water. Из этого ощущения включенности полной представьте, что у вас на вот этом уровне ваш таз наполняется водой. Да? And around you, you are part of the sea. И вокруг вас отсюда начинает появляться море. And then just working slowly from the sensation of feeling the sea move the water in this bowl of your pelvis. Мы хотим просто подключиться к этому, к ощущению воды, большой воды вокруг нас. И опять же таки к своему тазу, как оно движется через нас. Да? Мы сейчас в достаточно спокойном состоянии. Это огромная масса воды. And allow this to move you through space as well. И разрешите этому как импульсу от воды двигать вас в пространстве. Feeling yourself imaginatively provoked by the sea you're imagining around. Просто дайте вот этим волнам, проходящим сквозь вас, двигать вас через пространство, по пространству. We're not trying to give a sort of interpretive dance of the sea, but an embodiment of the sensation of the sea. Да, отлично. Все хорошо. Ты сказал, что да, главное не попасть в состояние, когда мы танцуем в море, мы именно хотим просто передать динамическое ощущение воды через наши слова. So don't worry about looking strange, really use your whole body and really try and be specific about the momentum and movement and shifting of weight of the sea as it moves this water in your pelvis. Разрешите подключиться, то есть как бы, чтобы жест влиял на все ваше тело, да, то есть не только на одну часть, как бы, а именно вы подключаете все остальное тело и старайтесь быть максимально честными к именно вот этим движению воды.
Notice how your breath works in relation to this. Учите дыхание, обратите внимание на дыхание. And start listening into the whole groups, and you're all part of the same sea. И старайтесь почувствовать, что вы все находитесь в одном и том же уровне, то есть как коллективно. You'll move through this sea. И можно не стоять на одном месте, можно пересекать пространство и двигаться в любом направлении. Really trust your bodies to catch yourself, so that the momentum of this sea really does move you through space and send you a little off balance. И дайте этим волнам немножко сместить баланс, да? Дать вам подхватить этот импульс от волны и дать ему пройти. То есть как вы с каждой из этих волн продвигаетесь через пространство. Используйте их как импульс движения. The sea isn't rigid in any way, it's very fluid. Там нету острых углов, все смягчено.